Авиасейлс – сервис по покупке самых дешевых авиабилетов. Что ты смотришь на меня? Смотри на нее и повторяй. Я клянусь быть верным тебе, и всегда быть рядом, Я отдаю тебе свое сердце, и свой кошелек, О, да. Теперь ты смотри на него, а повторяй за мной. Дон. И своим сердцем, И своим сердцем, и своей горячей любовью и своей горячей любовью я отдаюсь я отдаюсь тебе, Элвис. тебе, Элвис. В смысле? Добро пожаловать в Лас-Вегас! Это «Жизнь других». Что мы знаем о Лас-Вегасе? Здесь огромное количество казино. Американцы обожают в роскошных отелях проводить мальчишники и девичники. А браки здесь заключаются буквально за 5 минут. Но ведь на самом деле Лас-Вегас большой и разнообразный город, в котором живут, не поверите, простые люди с простой жизнью. И вот сегодня мы узнаем, что происходит здесь, вдалеке от казино и вечеринок. Хотя на вечеринки мы все равно сходим. Почти все ассоциируют Лас-Вегас с улицей Стрип. Она тянется 7 километров, и именно здесь расположены все казино, отели и фонтаны, которые мы привыкли видеть. И интересно, что сама улица официально даже не находится в самом городе Лас-Вегас, а в его административном пригороде. Тем не менее, сила экрана сделала улицу символом города. В самом же Лас-Вегасе живет чуть больше 500 000 человек. И на Стрип они ходят исключительно, чтобы работать. Например, с Бритни Спирс и Тейлор Свифт, как телохранитель Терренс Робинсон. Его номер есть у каждой голливудской звезды, и они не стесняются звонить ему днем и ночью. Или как Элвис. Он каждый день соединяет пары в маленькой часовне у дороги. И хоть свадьба длится каких-то минут 10, молодожены точно запомнят ее на всю жизнь. Как Жанин Баттерфляй и Луис Перес. Это типичная для Лас-Вегаса семья акробатов, которые приучают к цирковым снарядам своих детей прямо с пеленок. Но всех их объединяет одно. Каждое утро они начинают с завтрака. И завтракать уж точно лучше дома, потому что очереди в заведении здесь на каждом углу. Но когда я попала внутрь ресторана одного из отелей, меня смогли очень сильно удивить. Но нет, не завтраком, а официантом. Заказала десерт, сижу, жду. Лас-Вегас, ресторан. Чем же меня удивит этот прекрасный город? Тут, пожалуйста! О, вот это да! Ничего себе! Я видела такое только в мультике «Волли». Он прям похож, еще и моргает. Обалдеть! Обалдеть! Я здесь куда? Стой! Реагирует на мой голос? Но без человека никуда. Вау! Все равно пока еще нужен человек, который снимает тарелку с подноса робота и ставит на стол. Но для отеля такой робот просто находка. Он подключен к Bluetooth гостиницы. Когда кто-то делает заказ еды в номер,
кухня все готовит, закрывает и пакует. Ну, вы понимаете, чтобы по дороге не украли. И отправляет робота в комнату. Благодаря датчикам он ловко обходит все преграды. Ему открывается лифт и даже дверь номера. Ну, а там уже клиент забирает свой заказ. Но не всех еще начали заменять роботами. Есть люди, на которых этот самый Лас-Вегас держится. Чтобы быть врачом, нужно учиться минимум 8 лет. Чтобы быть адвокатом, минимум года 4 точно. А чтобы быть крупье, достаточно даже 2 недель. И ты уже можешь получать чаевые от $8000. Вот так. За все годы, что я работаю в школе крупье, абсолютно все 100% наших учеников нашли работу. К нам обращается казино, нам присылают все объявления о найме, а если ученик талантлив, его забирают прямо посреди учебы. Я получила работу уже через 2 недели после того, как поступила в школу. Было очень легко. Обучение в школе крупье длится от пару дней до бесконечности. Здесь не платят за время обучения, а платят за игры, которые учат. Если ты покупаешь пакет на 3 игры, это стоит $499. Некоторым уже везет найти работу через пару дней. Некоторым нужно несколько недель или даже месяцев. Интересно, что зарплата у крупье в Лас-Вегасе очень маленькая. А вот чаевые... Когда-то мне на руки дали $8200 как чаевые. Это было очень давно, и это были огромные деньги. Кстати, когда не нужно было делить чаевые поровну, как сейчас. Эх, золотые были времена. Но помните, если вам не повезло в игре, не стоит отчаиваться. Значит, повезет, правильно, в любви. Вы же в Лас-Вегасе, а значит, до свадьбы рукой подать. В прямом смысле слова «рукой». Часовни здесь чуть ли не за каждым углом. Конечно, и я, и вы много раз слышали, что в Вегасе женятся вот так, вот, за 1 минуту. Мне же интересно, в фильмах тоже видели, правда? Мне стало интересно, как на самом деле это происходит, сколько это стоит. Ну, интересно, да? И вообще, что это такое, правда или нет? Может, это все выдумки в кино? Идем посмотрим. Браки, заключенные за 5 минут в Лас-Вегасе, самые настоящие легальные браки. Точно такие же, как и в других городах США. И да, я часто получаю звонки от клиентов, которые случайно женились в Вегасе. Приходится расторгать брак, как самый настоящий, скучный и формальный. Чтобы расписаться в Лас-Вегасе, нужно просто зайти в один из муниципальных офисов с любым документом, например, водительскими правами, и заплатить $80. Все, мы вас распишем. Ну, вот так вот заходишь, тут вот такой холл небольшой. Здесь можно сразу сфотографироваться. Или здесь. Вот так вот. Тут вот гости ждут, все, а сама церемония. Идем, покажу, где происходит. Ну вот, а здесь такое эхо. Все, в принципе, и происходит, понимаете? Фотоаппараты готовы, компьютер готов. Спросят, готовы ли вы до смерти, они скажут «да». Ну, наивные. Вот. Ну и все, гости сидят, красота. Цены на церемонии разнообразные. Минимальная всего $75. Обычно мы расписываем от 5 до 15 пар в день. Но самые рекордные дни – это всегда Новый год и, конечно же, День Святого Валентина. В такие дни у нас почти по 30 пар. До сих пор самые востребованные свадьбы в Лас-Вегасе те, которые проводит Элвис. Хотя иногда поступают запросы на Дарта Вейдера из «Звездных войн» или супергероев. И иногда интересные предложения поступают и самому Элвису. Как-то мне пришло письмо, которое я сразу же удалил, так как решил, что это розыгрыш. Это был запрос на нудистскую свадьбу. Все должны были быть голыми, даже я. Через неделю мне опять пришло письмо, уже с более конкретной информацией, с именами. Я поискал в интернете и увидел, что это настоящие люди, да еще и очень влиятельные. Что ж, я согласился и, по-видимому, провел свадьбу так хорошо, что через месяц мне предложили провести еще одну такую же.
Я помню одну свадьбу 4 июля. Это День независимости США. Большой праздник. Это была дорогая церемония, много гостей, абсолютно роскошная невеста. Все мужчины во фраках. Но друг жениха, главный свидетель, почему-то пришел в костюме младенца. То есть на нем был памперс, а во рту пустышка. Причем никто на это никак не реагировал. Ну и мы промолчали. Однажды у нас была такая история. Пара заказала номер для новобрачных в нашем отеле. Они расписались, отпраздновали. А утром жених улетел на медовый месяц без невесты. Он просто забыл ее в отеле. И вспомнил только на регистрации в аэропорту. Да уж, вот со звездами такое реже случается. И не потому, что они такие ответственные. Просто у них есть телохранители, которые не только защитят, но и разбудят вовремя и довезут куда надо. К одному из них я и заглянула в офис. Знакомьтесь, это Терренс Робинсон, звездный телохранитель. Подожди, ты с ними со всеми работал? Да, но это далеко не все звезды. Вот Бритни Спирс, Тейлор Свифт, Стивен Тайлер. Ну, расскажи мне, как с Бритни тебе работалось? Она капризничала? Нет, ни в коем случае. Она потрясающий человек, очень легкая и приветливая. Я работал с ней 15 лет. Мы ездили в тур, и я сопровождал ее, пока она жила и работала в Вегасе, и часто по личным делам. Были какие-то случаи, когда грозила опасность, и ты всех спас? Были, но не со звездами. Со звездами все обычно довольно спокойно и предсказуемо. А так меня стреляли 6 раз, но это с другими клиентами. Самое опасное место работы – это концерт. Ведь там 20, а иногда и 80 тысяч человек. И ты даже представить не можешь, кто они и о чем думают. Ты стараешься всех держать в поле зрения, но это невозможно. Ну, видишь, ты 100 человек, немного больше, а остальные… А скажи мне, как вообще происходит, твоя работа? Ты сидишь себе, спокойно отдыхаешь, и тут тебе звонок, и говорят: Терренс, надо срочно завтра выехать охранять там какую-то звезду. Да, вот именно так и происходит. Мне звонят и говорят, что я должен ехать. Это может быть любой уголок планеты, любое количество дней, от выходных до 3 месяцев. Я быстро собираю чемодан, и я уже в пути. Часто Терренс ест всего 1 раз в день, только завтракает. Он всегда встает на 2 часа раньше своего клиента, чтобы подготовиться. Его рабочий график абсолютно не нормирован. Тем не менее, и оплачивается такая работа прекрасно. В среднем телохранитель в Вегасе будет получать от $500 в день. В Лас-Вегасе есть очень много школ, которые готовят телохранителей. Но идти туда не обязательно. Например, я самоучка. Когда-то я устроился простым охранником в торговом центре. Я работал над собой, тренировался, развивался, строил свою карьеру. И вот сейчас я работаю с Бритни Спирс. Если бы я жила в Лас-Вегасе, то я, как и Бритни, рожала бы в роддоме. А вот Жанин выбрала иной способ. Я выбрала рожать дома, хотя, конечно, такого в списках моей страховой не было. Но они обрадовались, ведь роды дома стоят $3000, а в больнице 30. Они покрыли почти всю стоимость, и мы немножко добавили. Но если домашними родами во всем мире мало кого удивишь, то для яркого и современного Лас-Вегаса это точно необычно. Вы знаете, я была в роддомах уже, я не знаю, мне, конечно, не во всех странах, но во многих. И видела уже, как рожают и в воде, и на мечах, и на веревках, и чуть ли не на потолке. Новые нововведения, так сказать, в мире. А в Лас-Вегасе все по старинке. Доктор, пациент, кресло. Ой, как добрые времена. В отличие от многих стран, у нас не выбирают больницу для родов. У нас выбирают доктора для родов. Например, меня кто-то посоветовал. Допустим, я принимала роды у подруги-пациентки. Она приходит ко мне и показывает свою страховку. Я сотрудничаю с 3 больницами. Смотрю, с какой из них работает ее страховая компания. Если со всеми 3, тогда уже пациентка выбирает по каким-то своим предпочтениям. Но вообще, все больницы плюс-минус одинаковые, очень хорошие. И в каждой больнице очень беспокоятся о безопасности новорожденных. Каждому ребенку выдают специальный трекинг-браслет.
Он соединен либо с мамой, либо с папой. И только этот человек может брать ребенка на руки и, например, ходить с ним по коридору. Но если кто-то даже с браслетом попытается вынести ребенка до выписки, лифт перед ним автоматически закроется и сработает сигнализация. Интересно, что само государство не обеспечивает женщину декретным отпуском. Вот и ищи потом, с кем ребенку сидеть. Ведь государственные детские сады детей не с пеленок принимают. Дошкольное образование в Лас-Вегасе начинается с 3 лет. Вот сюда приходят детки, они тут общаются, их 20 человек в группе. С воспитательницами тут они учатся писать, читать, считать. Из конструктора что-то делать. Ну, нормальное детство. Но хочу сказать, что родители предпочитают частные школы государственным, потому что государственные, ну, говорят, не очень. Частный садик стоит около 17 тысяч долларов в год за полный день и 11 тысяч, если вы забираете ребенка сразу после обеда. Правда, в эту цену входит и занятия теннисом, испанским языком, йогой и питание. Беда одна – детей нужно забирать до 4 часов дня, а в большинстве компаний работа заканчивается в 6. Деток к нам привозят на машинах. Есть специальное место, чтобы их высадить. Это происходит с 8 до 8:15 утра. Их график зависит от возраста. Маленькие начинают день с каких-то серьезных дисциплин, пока они не устали. Например, основу математики и чтения. Потом у них обед и тихий час. А затем развлекательные классы. Родители забирают детей с 3:30 до 4. А вот сыну Тодда Брансона детсад и вовсе не нужен. У Тодда достаточно денег, чтобы оплатить няню. Да что там, хоть 20 нянь. А все благодаря выигрышу в казино. Вы знаете, я абсолютно не азартный человек. Может, поэтому я никогда ничего не выигрываю. Ни в казино, ни в рулетках, ни в картах, никогда в жизни. Но есть люди, которым все-таки повезло. И которые выигрывают вот эти вот миллионы в казино. И, похоже, очень даже успешно. Идем посмотрим, как живут такие люди. Ой, я аж прям мурашками покрылась. Может, пора играть? На самом деле, тот из семьи профессиональных игроков. Династию начал его дедушка, а отец стал покер-легендой Лас-Вегаса. А вы говорите «удача». То есть ты с детства уже тебя отец учил играть? Нет, совсем не так. Я вообще впервые взял карты в руки, когда уже учился в колледже. До этого не было никакого интереса. Это же работа родителей. Глядя на Тодда, понимаешь, чтобы быть успешным игроком, нужно быть совершенно не азартным человеком. Он спокойный, уравновешенный, а все выигранные деньги вкладывает в дом, семью и недвижимость. Благодаря этому Тодд, его жена и 2 детей живут в роскошном доме площадью больше 1000 метров квадратных и ни в чем себе не отказывают. Какой твой самый крупный выигрыш? Вот ты можешь сказать мне? Не могу, у нас не принято разглашать суммы выигрышей, особенно крупных. Это может не просто разозлить людей, но если кто-то проиграл много денег, у него нестабильная психика, и он узнает о моих выигрышах, это может печально закончиться. Вот я выиграл 5 миллионов. Это был открытый турнир с телевидением, поэтому об этом выигрыше могу говорить, но он далеко не самый большой. Ты знаешь, лучше молчи. Лучше бы ты даже мне этого не говорил. Это, говорит, не самый большой выигрыш. Мамма мия! Если ты выиграл, то лучше сразу уходи из казино. Если ты думаешь, что удача улыбнется тебе дважды за вечер, то ты очень сильно заблуждаешься. На что ты потратил деньги, которые ты выиграл? В первую очередь на государство. Заплатил все налоги и только потом смог их забрать. А затем все на дом, семью, в инвестиции. Я не швыряюсь деньгами. А какой процент налога надо было заплатить с этой не самой большой суммы? Обычно это 30-40% от выигрыша. Кстати, при Трампе налоги были меньше. А вот если выиграю при Байдене, буду платить больше. В Лас-Вегасе, если ты выигрываешь больше 100 тысяч долларов, тебе в первую очередь приносят налоговую форму для заполнения. И только потом шампанское и все остальное.
Если вы планируете путешествие в Лас-Вегас, я вам рекомендую компанию Top Riders. Это профессиональный организатор деловых и семейных поездок в США. Консьерж-сервис VIP-класса, который воплотит все ваши пожелания, а также окажет визовую поддержку с получением визы на 3 года. Уже сегодня Top Riders подготовили для вас 5 уникальных маршрутов по США, которые можно скачать по ссылке в описании. Доверьте им свое путешествие и сохраните время, нервы и деньги. Что ж, если ты родился в Лас-Вегасе, то обязательно хотя бы раз в жизни попадешь в казино. И, возможно, даже что-то выиграешь. Но есть в городе одно уж точно беспроигрышное место. Ты обязательно получишь здесь то, зачем пришел. Как мне нравится вот это стучать, всем сидеть, стоять, суд идет, как говорится. И вы думаете, что я в суде, я сама так подумала. Но нет, ребята, я в обыкновенной средней школе Лас-Вегаса. Чего в этой школе только нет. Хореографический зал, музыкальная студия, баскетбольный зал, где трибуны выдвигаются, а кольца опускаются. Также любимое место всех школьников. Я прекрасно помню свой актовый зал в школе. Там у нас проходили все праздники, вечеринки, утренники. Я думаю, что вы тоже все это помните. Правильно? Обыкновенный нормальный школьный актовый зал. Тут, в Лас-Вегасе, тоже в школе есть нормальный, абсолютно актовый зал на 800 человек. Здесь есть и прекрасный художественный зал, где рисовать можно и на потолке. У нас лучшая школа в Лас-Вегасе. Здесь любые мечты исполняются. Вы можете стать кем угодно, от гольфиста до агронома. Вы, кстати, видели наш класс по садоводству? Дети не сажают помидоры с огурцами, а дети учатся, прямо аж, честно говоря, прямо сейчас бесит, управлять компьютером, роботом, так сказать, который сажает, поливает и выращивает огурцы с помидорами. Объясните мне, что за жизнь? Пойду в класс математики, посмотрю, как они мучаются. Хоть одна радость у меня. У нас не творческая школа. У нас школа для всех. Хочешь быть режиссером, спортсменом, юристом или математиком – это все к нам. Класс математики. Наконец-то дети учатся. А то я думала, они только развлекаются. Рисуют, танцуют, поют. Я думаю, все вы не раз слышали от меня, как я в школе не любила физкультуру. Но даже на физкультуру здесь я бы ходила с удовольствием. Ведь тут можно играть в теннис, гольф, футбол, баскетбол и даже просто качаться в прекрасно оборудованном тренажерном зале. Ребята, у вас физкультура закончилась только что? Да, И как часто у вас такой урок? почти каждый день. Да, 4 раза в неделю. Серьезно? Какие еще уроки у вас любимые, кроме физкультуры? Математика. И у меня математика. Боже. Химия и физика. Вы выбираете себе на год сами предметы, которые вы хотите изучать? Или у вас есть определенный список? Мы выбираем. Есть обязательные предметы. Например, у каждого должна быть математика, физика, химия, английский и религия. А затем нужно выбрать минимум 2 предмета на свой вкус. От готовки до актерского искусства. Выбирать предметы ученики могут в каждой школе. Неважно, государственная она или частная. Но в частной, конечно же, выбор интереснее. Так, почему-то только мальчики. Где ваши девочки? Спят или красятся? Зря мальчишки наговаривают. Одной из старшеклассниц я нашла действительно не в спортивном зале, а в зале суда. Вернее, вначале я подумала, что это 2 старшеклассницы, но одна из красивых молодых девушек оказалась учителем, еще и с 2 высшими образованиями.
А как избежать наказания за убийство, сериал смотрели? Да, конечно. Мы смотрим его всем классом. Серьезно? Часто выбираем дела из серий и разбираем их сами. Скажи мне, то, что там показывали, это правда? То есть вот так вот студентов и учат? Да, именно так. То есть, ну как у вас проходят уроки? То есть вы приходите, вам дают какое-то дело, да? Вот, ну как вот, я помню, в сериале было. То есть учитель приходит, дает дело, вы его распутываете, и потом садитесь. Защита и обвинение, и у вас перекрестный огонь происходит? Есть определенные значимые в юриспруденции дела. Мы их берем и раздаем роли каждому ученику. Затем воспроизводим дело здесь, в нашем суде. Детально обсуждаем его, делаем выводы, иногда даже неожиданные. Ой, вот это да. В нашей школе преподаватели творчески подходят к каждому предмету. Еще мы горды тем, что если школьник хочет стать пилотом, то и этому мы его научим. Да, вам не послышалось. Уже в школе детей учат летать на самолетах. А ты на настоящем самолете когда сможешь поучиться? Так, я уже летаю довольно часто. Кто ты такой? Кто ты такой? Тебе 17 лет, ты учился и летал на самолете. Как это так? И кем ты будешь потом? Конечно же, я буду пилотом. Скорее всего, на коммерческих авиалиниях. И ты будешь пилотом? Будешь вот это вот... Я буду вот летать, а ты будешь вот этим пилотом, который будешь меня возить? Вполне возможно. Конечно, это частная школа, и обучение здесь стоит $15 тысяч в год, и в эту цену не входит питание. Но для местного уровня зарплат, как вы сегодня увидите, это далеко не сумасшедшие деньги. Тем не менее, за частные школы здесь никто не дерется. 96% жителей Лас-Вегаса отдают своих детей в государственные бесплатные школы. И только 4% считают целесообразным платить за школьное образование. Поэтому, чтобы попасть в школу мечты, нужно всего лишь заплатить и сдать несложный экзамен на средний балл. Каждый год сама школа выделяет $1,5 миллиона на финансовую помощь ученикам, которые хотят у нас учиться, но у родителей которых не хватает денег. Ведь от нехватки денег не застрахован никто. Зато в Лас-Вегасе застрахованы от всего остального. Многие думают, что страхование жизни – это когда клиент умирает, а семья получает деньги. Но это не так. Например, звезды могут страховать свой рабочий инструмент. Я знаю супермоделей, которые страховали ноги. Практически все певцы страхуют свой голос, и вот когда они не могут больше петь, это считается травмой, и страховая компания каждый месяц будет выплачивать певцу компенсацию. Чем выше цена самой страховки, тем больше денег певец будет получать потом. Жанин с ее мужем, думают, тоже себе что-то застраховали. Ведь у них тяжелая работа. Стройные ноги, подтянутое тело – это для них не прихоть, а обязательный пункт в контракте. Вы спросите, где же они работают? Это же Лас-Вегас. Конечно же, в легендарном цирке Дюселей. Их шоу взрывают воображение. А как насчет быта артистов? Вот вы говорите Лас-Вегас, Лас-Вегас, казино, я не знаю, яркие фонари. Все это неправда. Вот настоящий Лас-Вегас. И тут живут люди. Представляете, как они живут внутри своих домов? Сейчас я хочу посмотреть. Ой, как я люблю вот это. Привет, Жанна, Hello. проходи. Я хочу тебе сказать, боже мой, как у вас жарко. Привет! Слушай, ну у вас кондиционеры всегда работают, да? Сколько у вас градусов дома? О, да. Мы никогда и ни за что не выключаем кондиционер. Мы выставляем нужную температуру, и он работает постоянно. Сам включается и выключается, чтобы поддерживать прохладу. Выключить кондиционер в Лас-Вегасе? Вы что, глупость какая? Мы просто утонем в собственном поту. А скажи мне, электричество это хорошо накручивает, чтобы платить, или это не имеет значения? Когда-то это действительно было дорого, но сейчас мы пользуемся новыми технологиями, и электричество расходуется очень экономно. Поэтому нет, это не такие ощутимые траты.
Понимаешь, мне всегда было очень интересно, потому что все Лас-Вегас, Лас-Вегас, все знают это казино, все эти сумасшедшие гостиницы, вечеринки. А как живут вот простые люди, это же, так интересно. Поэтому я пришла к вам в гости. Покажешь мне, как ты живешь? Мы очень тихо живем. Когда вся твоя жизнь – это развлечение людей и выступления в цирке Дю Солей, то дом становится твоим убежищем, тихой гаванью. Мы приходим домой, чтобы забыть о работе и жить обычной, медленной жизнью. Недвижимость в Лас-Вегасе не такая уж и дорогая. По американским стандартам. Дом здесь можно купить за 250-300 тысяч долларов. И говорят, что домов и квартир здесь более чем достаточно. Поэтому приобрести недвижимость труда не составит. Были бы деньги. Ага. Ой, слушай, у вас, правда, много места. То есть вы этот дом покупали, да? Вы не строили его? Мы купили дом, но он раньше выглядел совершенно иначе. Здесь была старая кухня, ужасные полы, и я сам сделал ремонт. Мы любим пространство, а здесь было целых 3 отдельных комнаты. Луис все переделал. А на 2-м этаже мы сделали домашний кинотеатр. Расскажи мне, пожалуйста, когда вот у тебя заканчиваются уроки, чем ты тут занимаешься? У тебя есть друзья? Куда ты ходишь? Я очень люблю играть с друзьями, гулять в парке, ездить на велосипеде. У нас в квартале нашу улицу называют детской, потому что в каждом доме живут дети и все одного возраста. Это просто великолепно. Обычно мы просто отпускаем их погулять, и один из родителей, кто посвободнее, присматривает за ними из окна. Они бегают, играют, все как в нашем детстве. Нас тут 6, там мои друзья и там мои друзья, а я 7-й. Действительно, родителям здесь не о чем беспокоиться. За районом следит и так называемый домашний совет. Каждая семья сдает от 50 до 200 долларов, и на эти деньги обеспечивают чистоту, безопасность и спокойствие. Ой, красота! Джанин и Луис уже поймали удачу за хвост. И дом, и работа, и дети. А вот Джей только собирается воплощать свои мечты в реальность. Стать психиатром. А как говорится, одним желанием сыт не будешь. На этот случай в Вегасе всегда есть подработка. Джей ее нашел в кофейне. Наверное, чтобы отрабатывать психологические приемчики на клиентов. О, Джей, привет! Привет! Как ты сегодня? Я прекрасно. Смотрю, ты опять делаешь ведерце кофе. Вот скажи мне, то есть вот американцы пьют вот именно вот такие чашки огромные. Все? То есть если ты им сделаешь маленький эспрессо, они вообще не поймут, что это? На самом деле, с каждым годом американцы все больше становятся кофейными гурманами. Огромная чашка кофе – это действительно наша классика. Но новое поколение хипстеры, миллениалы уже не хотят этой простоты. Поэтому чаще выбирают латте, макьято с лавандовым сиропом, например. Ты мне скажи, какой у тебя рабочий день? Я параллельно учусь в колледже, поэтому работаю не полный день, с 2 до 7. На работу сложно устроиться в Лас-Вегасе? Да, довольно тяжело, особенно если ты учишься и хочешь подработать. Студентов много, а рабочих мест мало, поэтому мне повезло. Минимальная оплата труда здесь $9.75 в час. Это и есть примерно та сумма, на которую может рассчитывать студент-бариста. А вот когда Джей закончит колледж и станет врачом, вполне может стремиться к зарплате от 1 миллиона в год. Именно это стандартная оплата труда у врачей. Медсестры в Лас-Вегасе получают от 60 до 100 тысяч долларов в год. Чтобы стать врачом, вначале нужно закончить 4 года колледжа, затем 4 года медицинской школы и еще 4 года пробыть на резиденции в больнице. Это как интернатура, то есть 12 лет после окончания школы. Государственных медицинских школ здесь нет, учеба очень дорогая. Только в последние 4 года в больнице, где ты на резиденции, тебе хоть немного платят. Мне пришлось брать студенческий кредит на свою учебу, который я несколько лет гасила большей частью своей заработной платы. В некоторых семьях о будущем высшем образовании ребенка думают задолго до его рождения. Мне повезло. Как только родители поженились, а я еще был в далеких планах, они открыли в банке специальный накопительный счет, куда откладывали деньги для моей учебы в университете.
поэтому у меня не было проблем ни с учебой, ни с оплатой жилья. Александра поступил в один из самых популярных колледжей Лас-Вегаса, который готовит студентов для работы в сфере обслуживания и развлечений. Учеба у нас длится 4 года. Но после наши студенты на расхват. Такие специалисты в городе всегда нужны. Вот так посмотришь, вроде Лас-Вегас и город развлечений, а вокруг не отдых, а сплошная рутина. Учеба, подработка, репетиции в цирке, охрана звезд, лечение больных. И на главной улице местные не любят отдыхать. А где же тогда? Где этот отдых? И такое место есть. Если все туристы мира едут в Лас-Вегас для того, чтобы увидеть эти огни, шоу, казино, то местные жители Лас-Вегаса тоже люди, будем так говорить. И им тоже нужно отдыхать. А где им отдыхать? Правильно, они едут все вот сюда, на озеро Мид. Ой, тут такие рыбы, о, ничего себе здоровые. Озеро Мид находится в 50 километрах от Лас-Вегаса. На самом деле это не озеро, а водохранилище. Но ведь иногда то, что создано руками людей, приносит людям покой. В свободное время я ни за что бы не пошел на стрип. Ну, разве что показать приезжим друзьям какой-то ресторан. Сам я обожаю природу, пригород, особенно озера. Если мы устали и нет желания куда-то ехать, мы проводим выходные на заднем дворе, делаем барбекю, но чаще катаемся на лодке на озере. Лас-Вегас — это гораздо больше, чем казино и отели. Это потрясающая природа. Пустыня и озера, горы. Я до сих пор обожаю ходить в походы со своими детьми, внуками и правнуками. Пати 82 года. И когда-то она тоже вышла замуж за 10 минут. Я закончила свою ночную смену. Где-то в 7 утра. Меня ждал мой будущий муж и еще пара наших друзей. Они предложили заехать в кафе и съесть по гамбургеру. Но когда я села в машину, мой Боб сказал: «Но перед этим поженимся». Я только посмеялась. И вот нас расписали за 10 минут. По дороге в кафе я набрала маму, разбудила ее звонком и сказала: «Мам, я вышла замуж». Это было так неожиданно, что вместо поздравления она спросила: «За кого?». Да и вообще всю свою жизнь Пати провела как типичная жительница Лас-Вегаса. Так, значит, вставляем. Ну, в этот раз проиграла. Но, говорят, здесь в казино играют в основном пенсионеры, представляете? И они не бросают копеечки, ну, потому что, знаешь, копеечку потеряла непонятно что. А им дают вот такую карточку, видите? И они ее так вставляют и играют. Но, видите, вы сейчас спрашиваете, почему тут дырочка? А я вам скажу, для того, чтобы пенсионер повесил эту карточку на шею и нигде ее не забыл. Вот судя по тому, что я все забываю, я тоже пенсионерка. Сейчас пойду к Петти и узнаю, есть ли у нее такая карточка и играет ли она в казино. Ой, как это классно, да сейчас еще раз сыграю. Так, мне интересно. Идем к Петти. В Лас-Вегасе нет фиксированного пенсионного возраста, поэтому на заслуженный отдых можно уйти и в 62, и в 70. Пати на пенсии с 98 года и очень любит вспоминать старый, не туристический Лас-Вегас. Я всю жизнь работала в разных отелях и занималась напитками. Помню свою первую работу. Тогда на весь город было всего 11 отелей, и каждый из них всего в 2 этажа высотой. А вот в 66-м году сюда начали приходить большие корпорации, и все изменилось. Весь город был утыкан строительными кранами. К 70-м его было не узнать. А скажи мне, пенсионером быть в Лас-Вегасе – это то же самое, что быть пенсионером в любой другой точке Америки? Или все-таки вы отличаетесь? Может быть, у вас какие-то выплаты больше, я не знаю, какие-то льготы больше? Много лет назад, если ты был местным, чувствовал себя особенным. Для тебя были бесплатные спектакли, билеты на шоу, часто огромные скидки или вообще бесплатные угощения в ресторанах. Потом все изменилось. Теперь главные туристы. Особенно те, у кого много денег, а кто проигрывает их в казино. Но я не жалуюсь. Моя пенсия около 45 тысяч долларов в год, и мне на все хватает.
Ну, слушай, Пати, ты была же менеджером в большой гостинице, отвечала за коктейли. Любишь коктейли сейчас пить? Больше люблю вино. А вообще я люблю гамбургеры. А к хорошему гамбургеру нужен бокальчик пива. А я слышала, что в Вегасе в казино чаще всего играют пенсионеры. Это правда? Вот ты играешь где-то? Если ты живешь в Вегасе, ты не играешь. Иначе ничего хорошего из этого не получится. Максимум, как я и люди моего возраста развлекаемся, мы выделяем пару долларов на игровой автомат. Но не на те, которые в казино, а те, которые в магазинчике у дома. Я слишком тяжело работал, чтобы получить свои деньги. Я не буду ими рисковать в казино. Когда ты смотришь на эти роскошные отели и казино, ты понимаешь, они существуют не потому, что люди выигрывают, а потому, что люди проигрывают. И играть сразу не хочется. Пати, как вот лично для тебя жить в Лас-Вегасе лучше до пенсии или на пенсии? Я не думаю, что можно измерять счастье временем. Есть люди, которые счастливы всегда, не принимают ничего близко к сердцу и легко отпускают. Вот я такая. Я не всегда была такой. Но жизнь, иногда сложная, иногда такая веселая, научила меня, что счастье внутри тебя. И когда очень плохо, нужно просто посидеть, подумать и постараться его разбудить. Остановиться и подумать – вот главный рецепт жителей Лас-Вегаса, чтобы преодолеть любые невзгоды. Боже мой, так хорошо! Тишина, пальмы, фонтанчики, мало людей, утки ходят, цветочки, травка, озеро. Прямо вот как будто не в Лас-Вегасе, понимаешь? Правда, это кладбище. Это место действительно больше похоже на парк, а не на кладбище. Здесь верят в то, что по ушедшим не нужно плакать. А стоит выделять как можно больше времени на то, чтобы думать о них, вспоминать в полном спокойствии, в тишине. В Лас-Вегасе, где развлечение – это работа, начинаешь относиться к жизни совсем по-другому. Выигранные деньги тратишь на дом, в котором потом не включаешь музыку, ведь она так надоедает за рабочий день. Хочешь стать летчиком, чтобы любоваться огнями большого города сверху, или телохранителем, чтобы подойти к звездам близко-близко и узнать, все люди во всех уголках планеты мечтают об одном – быть счастливыми. Жизнь в Лас-Вегасе совсем не такая, как ее многие себе представляют. На самом деле все самое интересное происходит по ту сторону гостиницы казино. Именно там местные ходят в школу, устраивают барбекю, знакомятся с соседями. А сюда, на главную улицу развлечений, они приходят лишь изредка. И пусть они не любители играть в казино, но если бы они решились сделать ставку, то хотели бы выиграть Свободу. Мировую славу и признание. Кругосветное путешествие. И так, чтобы в каждой стране можно было оставаться сколько захочешь. А я мечтаю о доме. А я о яхте, даже просто о маленьком кораблике. А я хочу большую машину. Я бы просто хотел много денег. А мне ничего не нужно. У меня все есть. Лас-Вегас – яркий пример того, что фасад – это всего лишь фасад. Каким ярким и манящим он не был, за ним, как правило, всегда все по-другому. Там спокойная, размеренная жизнь, очень похожая на нашу, но только лишь похожа.
Ведь как ни крути, она все равно всегда останется жизнью других.